Всем привет! В сегодняшнем видео без лишних слов будет интересное необычное наращивание ногтей на время. Также покажу, как можно сделать антистрессовый дизайн на ногтях с помощью спиннера. В работе сегодня тонкие ногти, склонные к расслоению ногтевой пластины, а также тонкая кутикула с сухим наросшим птеригием. А весь сегодняшний процесс я буду производить подсчет с секундомера. У вас будет возможность написать в комментариях, на каком этапе я задерживаюсь и какой процесс можно делать чуточку быстрее. Итак, начнем. В начале пушером я отклеиваю кутикулу от ногтевой пластины и аккуратно приподнимаю ее. В этом процессе необходимо отделить лишь кутикулу от ногтевой пластины. Птериги счищать не нужно. Так как моя кожа тонкая, я беру алмазную насадку «Пламя» с красной насечкой. Для тонкой кожи синяя насечка будет немножко жестковата. Аппарат включаю в режим форвард приблизительно на 9000 оборотов. Зашлифовываю внутреннюю поверхность кутикулы. Щечка лишь едва касается ногтевой пластины, в это время счищаю птериги. Работаем короткими шажками. На одном месте насадку можно держать буквально 3 шага, не больше, иначе будет пропил кожи. Около бокового валика насадку выводим по коже, дабы избежать перепилов. Затем аппарат переключаю в режим реверса. Обрабатываем вторую половину. Движемся слева направо короткими движениями. Не переключая режим, ведем насадку справа налево, держа ее немного под наклоном. Таким образом мы раскрываем кутикулу для последующего легкого среза. В этот момент вы должны быть уверены, что кончик насадки не касается ногтевой пластины, иначе от такой травмы последствия будут не очень приятными. Раскрыв кутикулу, на ногтевой пластине хорошо видны следы сухого птеригия. Его я зачищу также аппаратом. Для этого необходимо абсолютно без давления, лишь поглаживая ноготь, счистить остатки сухой кожи. Щеткой убираю пыль. Заметьте, щетку веду снизу вверх, для того, чтобы не закрыть недавно открывшуюся кутикулу. Теперь аккуратно ножничками остается лишь срезать то, что недавно раскрыли аппаратом. После я зашлифую место среза. Для этого использую алмазную насадку, закругленный цилиндр с синей насечкой. Аппарат включаю также приблизительно на 9-10 тысяч оборотов. Работаю в режиме форвард. Насадкой подсекаю кожу и избавляюсь от всего ненужного. Для корректного и легкого исполнения этой процедуры необходимо натянуть кожу по бокам. Но так как процедуру произвожу на себе, сделать это немножко труднее, поэтому приходится повозиться. Перед покрытием ногтевую пластину необходимо зашлифовать и снять весь глянец, для того, чтобы искусственному материалу было за что захватиться. Обычно зашлифовываю ногтевую пластину я перед срезом кутикулы, но работа секундомера меня немножко сбила, и зашлифовку я выполняю после среза. На качество покрытия это, естественно, никак не влияет. Единственная сложность заключается в том, что работать необходимо чуточку аккуратней, чтобы не зацепить и не ранить свежесрезанную кожу. Большинство из вас слышали такой термин, как вегетососудистая дистония. Многие, возможно, даже сталкивались с данным термином. С уверенностью могу сказать, что у ВСДшников часто от нервов потеют ладошки, соответственно и влажная ногтевая пластина, поэтому ее необходимо хорошо подсушить. Для этого я использую дегидрат фирмы Вена-Лиза. Кисточкой хорошо покрываю весь ноготь, и не стоит бояться, если жидкость затечет на кожу. Средство буквально моментально испаряется на воздухе, но при этом хорошо подсушивает ногтевую пластину. Далее я беру бескислотный праймер, а вот праймер желательно, чтобы не попадал на кожу. Как я уже говорила, ногти у меня гибкие и мягкие, поэтому базу я беру такую же, гибкую и мягкую. Прошло уже практически 5 минут, а я все еще мажу базой. Кисточкой с флакончика оставляю небольшую капельку базы на ногтевой пластине. Затем беру обычную широкую плоскую кисть с искусственным ворсом и начинаю втирать базу в ногтевую пластину. Таким способом мне работать намного удобней, ведь не стоит бояться, что база затечет на кожу, кисточка заберет на себя излишки материала, и мы без спешки можем вбить материал в ноготь даже в самых труднодоступных местах.
Далее базу необходимо высушить в лампе, а в это время секундомер не прекращает своей работы. Сейчас я покажу одну из самых удачных покупок на AliExpress. Это арочные верхние формы. Это многоразовые типсы разных размеров. Хорошо подойдут как для узеньких, так и для очень широких ногтей. Быстрые и легкие в использовании. Буквально за 1 минуту можно сделать салонное арочное наращивание, которое получится даже у начинающих мастеров. Такими формами процесс наращивания происходит очень быстро и супер легко. И это не просто слова, сейчас я покажу вам эти формы в использовании. Вначале необходимо подобрать нужный размер. Не большой, не маленький, а как раз идеальную срединку. Для того, чтобы подобрать размер, форму необходимо плотно прижать к ногтевой пластине. Формы арочные, но они довольно мягкие и гибкие, поэтому прижать к ногтевой пластине не составляет труда. Далее смотрим, чтобы форма доходила до боковых параллелей и ни в коем случае не была короче. Лучше взять немножко большего размера. Подобрав нужную, я беру гель. Использую сегодня гель также фирмы Венолиза. Это Hard Jelly гель, прозрачный. Имеет довольно густую консистенцию, он не растекается, поэтому с ним удобно и легко работать. Можно сделать сразу 4 пальчика. Для подобного наращивания, конечно, удобнее будет использовать лампу с открытым доступом с 2 сторон. Так будет удобнее фиксировать форму на ногте. Но если такой нет, можно справиться и с обычной. Для этого я снимаю дно лампы. Если вы делаете ногти клиенту, то поднять лампу и подержать буквально 15 секунд вам поможет клиент свободной рукой. Сейчас я делаю ногти сама себе. Третьей руки нет, муж ушел в отказ, поэтому пришлось выходить из ситуации другим способом. Я всего-навсего повернула подлокотник и поставила на него лампу. Таким образом, у меня появился открытый доступ к лампе, всего лишь поставив ее на возвышение. И пока секундомер продолжает свою работу, мы переходим к работе с типсой. Набираю на кисточку гель и выкладываю его на форму. Промазываю до нужной мне длины. Промазываю тонким слоем. В основном тонкий слой должен быть в месте крепления к ногтевой пластине, чтобы из-под ногтя не вылазил лишний материал. Немного больше геля можно выложить на свободном крае, для того, чтобы удобнее было снять верхнюю форму после сушки. Затем край формы прикладываю к ногтевой пластине и опускаю форму, плотно прижимая ее к ногтю. В таком положении форму с материалом необходимо зафиксировать в лампе. Достаточно будет 15 секунд. В этот момент контролируйте, чтобы форма оставалась плотно прижата к ногтю и чтобы это было ровно. Затем ноготь досушим обычным способом, поместив руку в лампу на 20 секунд. И ноготь готов. Главное ровно выложить форму. Теперь необходимо ее снять. Для этого зажимаю форму, чтобы материал отошел от пластика. Проблема может возникнуть в том случае, если материала на пластик вы выложили слишком тонким слоем. Так ноготь может гнуться и не отходить от типсы. В таком случае из-под низу добавьте материала немножко больше. Так как ноготь нарастили, можно перейти и к дизайну. Я буду использовать гель-лак фирмы Born Pretty номер 094. Это красивый гель-лак с разноразмерным глиттером, без переливов, чисто серебряный цвет. Капельку выкладываю вместо перехода натурального ногтя к нарощенному свободному краю, чтобы в этом месте была основная масса блесток, а затем кончиком стягиваю блесточки вниз, делая плавный переход, и также немножко вверх. Так, буквально за пару секунд можно создать красивый необычный дизайн, но часики все тикают. Подсушиваем гель-лак в лампе 30 секунд. Ноготь немножко необходимо укоротить, для этого я срезаю свободный край техническими ножничками, те, которые не используются для среза кутикулы, и остается лишь выложить архитектуру. Все тем же гелем я покрываю ноготок тонким слоем. Так как на верхнюю форму я выкладывала минимум материала, ступеньки перехода натуральной ногтевой пластины к искусственному материалу здесь нет. И для выравнивания опиливать ничего не нужно.
На кисть набираю объемную каплю геля, каплю скручиваю в волосок, аккуратно подталкиваю к кутикуле, затем, хватая все тот же волосок, распределяю материал. Добавляю вторую каплю, так как ногти длинные, и также кистью цепляя лишь волосок геля, без нажима, стаскиваю гель к кончику. Хватая еще волосок геля, помогаю материалу распределиться по всей ногтевой пластине. Сушим ногти в лампе. Ноготь нарощенный. Ноготь готов. Буквально 2 этапа. Подставили форму и добавили архитектуру. Ничего вырезать, поджимать, зажимать, абсолютно никаких лишних движений. Ну и дизайн. Сняв липкость, необходимо подкорректировать форму. Я выравниваю нижние параллели с одной и с другой стороны. Как видите, опила здесь минимально. Также выравниваю торец ногтя. И после выравнивания и выкладки архитектуры, если есть небольшие недочеты, их необходимо опилить. Ну и весь ноготь я зашлифовываю бафиком, для того, чтобы он был идеально ровный. Убрав пыль, остается покрыть ноготь топом. Наращивание готово. Здесь потратилось немного больше времени за счет того, что я снимала видео и показывала детально все процессы. Также 16 минут ушло лишь на один ноготок. Но если делать сразу 4 ногтя, время вы сократите в разы. Надеюсь, такой способ вам подошел и видео было полезным. Но не переключайтесь. Дальше будет продолжение. Антистрессовый дизайн. Также в AliExpress я нашла интересные спиннеры. Спиннеры для ногтей. Их существует огромное количество разных форм, с камешками и без. Но к Новому году я решила побаловать себя и заказала снежинки, конкретно для себя. Сейчас необходимо это прикрепить. Вначале прикладываю спиннер к ногтю. Приблизительно делаю разметку, в каком месте будет находиться спиннер, чтобы его лучики не цеплялись к коже и не мешали прокруту. Нарисовав разметку, я беру керамическую насадку, шар, и делаю углубление по разметке, для того, чтобы основание спиннера плотно заходило в эту ямку. Затем беру сам спиннер и примеряю. Спиннер заходит хорошо, лучики нигде не цепляются. Также этот ноготь я решила сделать матовым, для того, чтобы все внимание было лишь на снежинке. Матовый топ, как я говорила уже в предыдущих моих видео, я выбрала идеальный. Это топ фирмы Born Pretty. Его матовый эффект не стирается вплоть до следующей коррекции, носится отлично и создает идеальное бархатное покрытие. После гелем, которым я делала наращивание, заполняю внутренность ямки, закладываю спиннер и плотно зажимаю. Далее отправляю сушиться в лампу. Сушу в лампе с зажатым пальчиком спиннером, чтобы он плотно зафиксировался.
После просушки данный декор необходимо плотно закрепить. Для этого, используя все тот же гель и тонкую кисть, я обвожу под снежинкой, делая такой себе сугроб. Единственный момент – следите за тем, чтобы материал не попал в сам механизм, иначе ваша снежинка просто-напросто перестанет крутиться. Затем отправляю сушиться в лампу. Во время просушки спиннер я раскручиваю, для того, чтобы, если даже попал гель, он не застыл в таком положении, что снежинка перестанет крутиться. После просушки свой сугроб я покрываю матовым топом, чтобы он не выделялся. И дизайн готов. Если честно, эти ногти влюбили меня с первого взгляда. Снежинка нереальная. Спиннер крутится при малейшем движении руки. Сейчас вполне оправданно польется кучу комментариев по поводу непрактичности, неудобства данного декора, но поверьте, оно того стоит. Всегда есть чем заняться. А если снежинка вам немножко мешает и вам необходимо выполнить работу, чтобы снежинка не цепляла, сделайте как я. Я на время накладываю эластичную повязку на этот ноготь. После снимаю, и все на месте, и мне ничего не мешало. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Дальше больше. Пока-пока.